Привет, Арми. Я твердо верю, что когда появляются тысячи слухов, сколько бы их ни было, Тэкук всегда приходит и расставляет все по своим местам, и этот раз не стал исключением. Еще один момент из той же прямой трансляции, который я хочу отметить, это то, как Чингук рассказал очень забавный случай с Тэхёном на концерте Джина. Он сказал, что после исполнения Ро PT они пообщались с Джином и Тэхёном, и Тэхён назвал Ро PT «Tie Me Up». С тех пор они переименовали песню в честь Тэхёна. То, как Чингук улыбнулся, вспомнив, как Тэхён изменил название песни Джина, было так красиво и искренне. Просто посмотрите на выражение его лица, когда он рассказывал эту маленькую историю. То же самое мы видели и в их последней групповой трансляции. Это ясно показывает, почему Чингук любит рассказывать такие истории, называя Тэхёна Тэхён-хён. Речь идет о том, как Тэкук продолжает делиться музыкой друг с другом и рассказывать истории, переплетенные с их собственными отношениями, что не подходит для показа на камеру. Во время недавней прямой трансляции Чингука, исполняя определенную песню, он начал говорить о том, насколько хорошо он ее знает. Он отметил, что недавно, во время репетиции с другими участниками, он слушал ту же песню, потому что Тэхён тихо подошел к нему и включил ее, чтобы они послушали ее вместе, и сказал, что она хорошая. Далее мы узнаем, что песня «Претендер» группы Official Hitch Dandism, которую Чингук послушал по рекомендации Тэхёна, принадлежит японской группе, известной своим умением сочетать элементы поп-музыки, рока и джаза и исследовать сложности любви и принятия. Песня начинается с почти дрожащего признания с самого начала. Эта история любви с самого начала была тем, чего он боялся больше всего. Не потому, что этого чувства не существовало, а потому, что ей было суждено прожить в одиночестве. С самой первой строки ощущается идея монолога на сцене, как будто любовь — это не диалог, а речь, произносимая вслух только самому себе. Сцена здесь — это не просто физическое пространство, это символ открытости, постоянный взгляд зрителей и невозможность опустить занавес. В этом пространстве героиня понимает, что ее история не будет интимным убежищем, а скорее представлением, поддерживаемым одним человеком, вынужденным чувствовать все в тишине, притворяясь сильным перед другими. Таким образом, песня с самого начала представляет собой болезненное противоречие. Глубоко любить, но делать это в одиночестве, в окружении взглядов, аплодисментов и прожекторов, и все же воспринимать отношения как односторонние. Страх исходит не от самой любви, а от уверенности в том, что это будет открытая, неуравновешенная любовь, обремененная лишь одним человеком. Хотя он всегда рядом с ней, в конце концов, все это лишь очередная игра. Она безэмоционально говорит «прости», потому что все всегда одно и то же, и становится не так уж плохо, когда она привыкает, но с их романом и собственной натурой она понимает, что так больше жить не может. Поэтому главный герой представляет себе другую возможность, другую историю, отношения, не ограниченные теми же рамками, альтернативную временную линию, где они могут встретиться без страха и барьеров. Из этой мысли возникло молчаливое, несколько горькое смирение, признание того, что он хотел бы выбрать что-то подобное, что-то более простое и честное. Он думал, что с другой личностью или ценностями, возможно, он смог бы выразить свою любовь без колебаний, без необходимости скрывать ее или размывать. В этом воображаемом сценарии любовь не была бы актом сдерживания, а истиной, произнесенной вслух. Но желание пришло слишком поздно. Он понял, что представление о том, что могло бы быть, ничего не меняет, что альтернативная версия существует лишь как меланхоличная мысль, потому что реальность нельзя было изменить, и время не давало второго шанса. Надежда на это в конечном итоге не приносила никакой пользы, кроме подтверждения того, что никогда не произойдет. Он также совершенно ясно осознает, что этому человеку не суждено было быть его жизни. Принять это больно, но это факт. Тем не менее, уйти непросто. Есть даже мелкие жесты, например, случайное прикосновение к его волосам, которые вызывают молчаливое чувство дискомфорта, чувство, которого, как он знает, быть не должно, но оно все же возникает. Позже, когда персонаж задается вопросом, что этот человек на самом деле значит для него, у него нет ясного ответа, и в глубине души он предпочитает не искать его. Дать название чему-то означает столкнуться с выводом, который он не готов принять. Единственное, что он может сказать с уверенностью, без каких-либо объяснений или определений, это то, что этот человек для него действительно прекрасен. Однако в песне персонаж также упоминает, что кто-то, говоря с позиции знания лучше, пытался объяснить ему любовь логически, как будто любовь можно понять и осмыслить с помощью аргументов.
но ничто из этого его не убедило. Для него любовь была больше похожа на вид городских огней из окна самолета. Там яркие и реальные, но в то же время далекие, недосягаемые. Принадлежность к месту, о существовании которого он и не подозревал. Это чувство снова и снова возвращало его к одной и той же мысли, что, если бы у них была другая история и отношения, в другой временной линии, где они могли бы встретиться, возможно, он мог бы выбрать этот путь, представляя себя с чистым сердцем, свободным от бремени и сомнений, способным удержать любовь, которая действительно могла бы осуществиться. В этом гипотетическом сценарии слова «я люблю тебя» были бы свободны от чувства вины или противоречий. Это было бы простое и честное признание, и все же он знал, что это желание не более чем ментальная конструкция, нечто, чего нужно желать, повторять в тишине и в конечном итоге принимать как тщетную надежду. Потому что за их переплетенными руками уже стояла последняя строчка, попытка продлить момент, чтобы он не закончился, будущее начало причинять боль, потому что этого человека в нем не было, и когда он это осознал, он заплакал. И если это была судьба любви, то это не казалось таким уж плохим, даже без обещаний или вечности любовь все равно была чем-то поистине прекрасным. В этом балансе грусти и ясности «Претендер» — тихий портрет любви. О том, как ценить то, что уже было, несмотря на сознание того, что это не может продолжаться, и честном взгляде в лицо правде, даже если это трудно, это необходимо, чтобы двигаться вперед. Тот факт, что Чингук говорит, что знает эту песню только потому, что Тэхён тихо подошел к нему, и они послушали ее вместе, делает сцену очень яркой и легко представляемой. Тэхён слышал ее раньше, он даже пел ее в прямом эфире в прошлом, и когда он понимает, как сильно Чингук любит эту песню, он сразу же думает о Чингуке, и так все началось. Конечно, у Тэкука есть свой способ показать, что им не нужно выставлять на показ свои отношения, если они просто наслаждаются жизнью, каждый по-своему. То же самое происходит, когда Тэхён хочет послушать «To Find You» группы Sing Street, просто потому что Чингук всегда поет ее ему, а еще, когда он рекомендует песню «Оно», «Аес», «Акина на Комари». Все это ясно показывает мне, что их музыкальные вкусы всегда имеют гораздо более глубокий смысл. Они рассказывают важную историю, они делают это, потому что знают, насколько это важно для них. И хотя эта песня больше говорит о трагической любви, она на самом деле показывает, что их отношения останутся защищенными ими самими. Вы можете интерпретировать ее смысл как угодно, но если вы спросите меня, я бы сказала, что каждый раз, когда мы слышим рекомендации их песен, каждая из них говорит о запретной любви, которая никогда не умрет. И эта песня определенно не исключение. Хотя в своей самой напряженной точке она говорит о трагической любви, в конечном итоге она заканчивается так же, как и другие, поэтому я все еще удивляюсь, почему никто этого не заметил. Однако, если вы хотите, чтобы я проанализировала каждую из известных рекомендаций и дала связное объяснение того, как я это вижу, дайте мне знать в комментариях, и я с удовольствием это сделаю. Потому что Тэкук никогда ничего не делает без скрытого замысла, и я гарантирую, что эта рекомендация, особенно от Чингука, с его любовью, которая кажется такой далекой от мира и сталкивается со столькими трудностями, не является исключением. Они любят демонстрировать, что им не нужно раскрывать все подробности своих отношений, и именно это делает их отношения такими реальными и искренними.